Всем аньон, мальчишки и девчонки, и вы смотрите очередной выпуск программы. Ну, мне кажется, вы и так знаете, что вы смотрите, да? Никто не ведал, не гадал, а сегодня мы будем говорить про альбом SNSD The Boys. Нас просили делать побольше выпусков о женских группах, а то мы все про мужиков да про мужиков. И после выпуска с Гайн мы решили еще немного задержаться на женском вокале. Кто-то SNSD любит, кто-то ненавидит, кто-то критикует, но безусловно о них знают абсолютно все. В группе целых 9 участниц, и дебютировали они в 2007 году под агентством SM Entertainment. Особенно активно их популярность начала расти после выхода клипа и одноименного сингла G. Далее был дебют в Японии, песни каждой успешнее предыдущих и тысячи предложений по рекламе. Сначала SM обещал то, что альбом выйдет 5 октября 2011 года на iTunes, где его можно было бы купить и скачать. Но примерно за неделю объявили то, что дата релиза пока откладывается. Айщ, мне надоело, что все, кому не лень, дебютируют в Америке. А чем я хуже? Я должен всем доказать, что я мужик, и отправить своих девчонок в Америку. Их 9, и они там уж точно всех порвут. Ну и я заработаю себе пару миллионов, что тоже неплохо. Ах, о чем это я? Да, завоевание Америки. Хотя почему только Америки? Я должен завоевать весь мир. Да. Господин президент, а что нам делать с тем миллионом дисков, что уже напечатаны без американской версии песни? Черт! В общем, как оказалось, релиз отложили ненадолго, потому что уже 19 октября альбом поступил в продажу, а 21 числа состоялся камбэк. Это было что-то. Сразу же стало ясно, что с этой песней можно достойно дебютировать в Америке. И девчонки подписали контракт с американским лейблом Interscope Records. Спустя всего несколько минут после релиза The Boys возглавил все музыкальные чарты Кореи. В итоге девушки были коронованы трижды на Инкигаю и в общей сложности 12 раз на различных музыкальных шоу. Только в Корее за 2 недели было продано более 250 тысяч копий. В написании заглавного трека The Boys принимала участие солистка SNSD Тиффани. Но основную работу в написании трека проделал Тедди Райли, продюсер корейской группы Ранье, а также бывший продюсер Майкла Джексона. Если быть с вами честной, я никогда не была большой фанаткой Соши. Они мне казались слишком простыми, и я не видела в них изюминки. С выходом The Boys мой мир перевернулся. Я буквально плавала в изюме и была приятно удивлена тем, что девчонки нам подготовили. Но еще больше я была удивлена тем, что реально многие поклонники были разочарованы новым концептом. И писали: это не те Соши, что я знаю, альбом отстой. Окей, а как же развитие группы в других направлениях, попробовать что-то новенькое? Тем более, альбом в основном планировался как американский, то есть для высококонкурентного музыкального рынка. Так что для разных стран разные подходы. Внимательные фанаты наверняка замечают, что японские и корейские концепты у групп зачастую различаются. Касательно заглавной песни, это такой урбан-поп с всплесками электро. Единственное замечание: The Boys мне показалась немного обрывистой при переходе из куплетов в припев. Как и в большинстве случаев, мои любимые песни из альбома не заглавные песни. На них никогда не снимут клипа. Никто, кроме нас, не будет о них говорить. Мне очень нравится Telepathy, который, кстати, Соша произносит как телепасси. Вторая любимая песня — это Lazy Girl, написанная Тэйон. The Boys снят в лучших канонах SM. Мне тут только монокля не хватает. Уже в интро все довольно эпично. Юна, потерявшаяся в Антарктиде в дорогом платье от кутюр. Падающие розы, белый голубь. И снова Юна, и снова дэнс-коробка. И когда клип начинается, становится сразу понятно: шоу топ-модель по-азиатски встретилась с танцами на звезд. Ну или становится понятно, что это реклама какого-то волшебного камня. Купи наш камень.
Перед глазами мелькают восхитительные наряды, красивые девушки и танцы. Кстати, о танцах. Фишкой его является так называемый бридж, когда девушки садятся на полушпагат. Девчонки явно показывают, кто тут хозяин. Ну все, я тоже так могу, я сильная! Girls, bring the boys out! В клипе меня немного поразило количество луков для каждой участницы с хорошей точки зрения. Наконец-то у каждой из них индивидуальный образ и костюм. Однако в этом есть и маленький минус. Когда дело доходит до групп, количество участников которых больше, чем 5, у меня занимает некоторое время, чтобы запомнить имена и внешность всех участников. Выходя на новый уровень, Соши встречается с новой аудиторией. И наверняка некоторые из них, посмотрев клип, недоумевали, их там что, 100 участниц? Но это лишь для новичков. Для тех, кто в теме уже давно, смотреть на разные образы любимых участниц – это наверняка оргазм. В корейских группах, не говоря уже о некоторых японских, в которых более 5-6 участников, случается так, что продюсеры или кто там вообще этим занимается, выделяют самых красивых мемберов, обделяя вниманием других. Hands Up K-pop не может молчать и стоять в стороне. Так что мы выпустили социальную рекламу в поддержку обделенных айдолов. Каждый год сотни айдолов в Корее ставятся на задний план в своей группе. Они молчат, они терпят, они плачут, они смеются, но с грустными глазами. Вы думаете, что вы одни, но это не так. Мы здесь, чтобы помочь вам. Мы дадим вам корону, если в группе вам ее не дают. С нами вы сможете петь всю песню, а не одну строчку. Мы дадим вам больше индивидуальных сцен в клипе. Вас станут замечать. Вы сильные, вы сможете. Уделите внимание и другим участникам больших групп. Не доводите до беды. Видео уже почти заканчивается, а это значит, что наш выпуск подходит к концу. И пришло время вопроса этого выпуска! Напишите в комментариях здесь на YouTube вашу самую любимую и наименее любимую участницу SNSD, если такая имеется. И обязательно напишите почему. Наши с Машей любимые участницы Сани и Хион. Не забываем ставить thumbs up этому видео. Если вам действительно понравился этот эпизод, И если вы хотите, чтобы SNSD существовали вечно, подписывайтесь на наш суперазиатский канал Азия Бум ТВ, самый азиатский канал на YouTube. оставайтесь с нами. И не забывайте про непопулярных мемберов.